Государственный Эрмитаж и художественно-исторический музей в Вене обладают выдающимися художественными собраниями западноевропейской живописи. Оба музея ведут свою историю от императорских коллекций. Основа Венского собрания была заложена в середине XVI века, российского – 2 веками позже. В XVIII столетии деятельное участие в судьбах художественных коллекций приняли просвещенные императрицы Мария Терезия и Екатерина II. Российская императрица заложила основы собрания будущего Эрмитажа, приобретя крупную коллекцию европейской живописи, которую она в дальнейшем регулярно пополняла. Эрцгерцогиня Австрии, императрица Священной Римской империи Мария Терезия значительно расширила сформированную раньше императорскую художественную коллекцию и много сделала для систематизации собрания. Портреты 2 самодержец открывают выставку «Имперские столицы Санкт-Петербург-Вена. Шедевры музейных коллекций». Экспозиция построена по принципу диалога между произведениями искусства, 14 полотнами из коллекции Эрмитажа и таким же числом картин из Художественно-исторического музея Вены. Представленные работы принадлежат к различным жанрам и школам и знакомят с развитием западноевропейской живописи от эпохи Ренессанса до раннего неоклассицизма. Наиболее ранние произведения – Эрмитажное полотно «Святой Иероним» и картины из Венского музея «Мучения святой Екатерины» созданы на рубеже XV и XVI столетий. Знаменитый флорентийский живописец Сандро Боттичелли и выдающийся представитель так называемой Дунайской школы Альбрехт Альтдорфер создают подобные композиции – коленопреклоненная фигура святого на лоне природы. Однако мастера трактуют образы своих героев по-разному. Композиция, созданная Боттичелли, лаконична и проста. Святой Иероним изображен перед распятием с камнем в руке. Черты его изможденного лица одухотворены молитвой. У входа в пещеру висит красная шляпа, знак кардинальского сана. Рядом лежат череп, символ бренности и атрибут святых отшельников, и книги, напоминание о переводе Иеронимом Библии на латынь. Картины из Венского музея «Мучения святой Екатерины» знакомят посетителей выставки с живописью Альбрехта Альтдорфера, чьи работы не представлены в собрании Эрмитажа. Екатерина Александрийская облачена в богатые одежды и увенчана короной, напоминающей о ее высоком происхождении. Лицо святой невозмутимо, она спокойно ожидает удара мечом, который готов нанести ланскнехт. Основную эмоциональную нагрузку в этой картине несет не человеческий образ, как у Боттичелли, а тревожный, залитый потоками яркого света, фантастический пейзаж. Портретный жанр высокого возрождения представлен на выставке 2 полотнами, связанными с именем выдающегося мастера венецианской школы Джорджоне. Венский портрет мальчика со шлемом, приписываемый Джорджоне, экспонируется рядом с эрмитажным портретом молодого человека. Эта виртуозно выполненная работа была приобретена Екатериной II для картинной галереи Эрмитажа, как произведение Джорджоне. Однако позже данная атрибуция вызвала сомнения и стала предметом научных споров. В начале XXI века появилась гипотеза, согласно которой имя автора зашифровано в латинской надписи «Доминикус» и изображение косули, по-итальянски «каприола», а цифры в медальоне указывают на возраст изображенного юноши. Это позволило предположить, что эрмитажная картина является автопортретом Доменико Каприола. Юноша изображен на фоне классической архитектуры с папкой в руках, которая, возможно, указывает на его занятие искусством. Венский портрет, подобный эрмитажному, на протяжении более 1,5 столетий остается предметом дискуссии об авторстве и идентификации модели. В настоящее время принято считать, что на портрете изображен будущий знаменитый кондотьер, главнокомандующий армией Франческо Мария делла Ровера. Поза молодого человека полна достоинства, в его взгляде читается решимость, а парадный шлем, украшенный дубовой ветвью, эмблемой делла Ровера, указывает на будущую военную стезю юноши. Живопись позднего Ренессанса представлена в экспозиции картинами Якопо Тинторетто,
который привнес в венецианскую традицию новые художественные тенденции. Драматизм события мастер передал чрезвычайно напряженным изобразительным языком. Сцену снятия с креста из Венского собрания Тинторетто построил на пересечении диагоналей. Фигуры утратили устойчивость. Все персонажи представлены в мощном движении, подчеркнутом контрастами ярких бликов и глубоких теней. В более поздней эрмитажной композиции «Святой Георгий, убивающий дракона» художник развил эту тенденцию. Он выбрал вертикальный формат полотна, в котором живописное пространство сжимается, придавая сцене максимальную динамику и усиливая напряженность действия. Художественные приемы Якопо Тинторетто применял в своих работах его сын и художник Доменико. Пример тому – мужской портрет из собрания Эрмитажа, в котором лицо моделировано живописцем с помощью резких контрастов света и тени, что придает взгляду глубину и выразительность. Это одна из творческих удач Тинторетто, создавшего выразительный образ своего современника, возможно, художника Франческо Бассано. Высокое качество исполнения эрмитажного портрета позволяет сопоставить его с произведениями одного из крупнейших портретистов XVI столетия Джованни Баттиста Морони. Портрет представителя гуманистической культуры Ренессанса, профессора риторики Джованни Пьетро Маффеи, демонстрирует особенности виртуозного мастерства Морони, умение не только передать индивидуальность модели, но и подчеркнуть человеческое достоинство своих героев. Итальянские портреты эпохи Возрождения оказали влияние на развитие портретного жанра в Германии, в частности, на творчество братьев Гальбейн. Пример тому – эрмитажный портрет молодого человека кисти Амброзиуса Гальбейна, отражающий ренессансное представление о человеке как о мере всех вещей. Портрет юноши с задумчивым выражением благородного лица относится к числу лучших произведений мастера. Из всех существующих работ Амброзиуса Гальбейна только это имеет его монограмму, что делает эрмитажный портрет эталонным для определения других произведений художника. Амброзиус и его брат Ганс Гальбейн-младший прошли одну школу у своего отца Ганса Гальбейна-старшего, также живописца. В отличие от Амброзиуса, очень рано ушедшего из жизни, Ганс работал долго и плодотворно, не только в Германии, но и в Англии, где создал целую портретную галерею своих современников. Один из них – портрет королевского лейб-медика Джона Чемберса из собрания Художественно-исторического музея Вены. Лаконичный по рисунку и колориту, этот документально достоверный портрет – прекрасный образец зрелого творчества Ганса Гальбейна-младшего, чьи произведения отсутствуют в собрании Эрмитажа. К маньеризму, художественному явлению, возникшему в позднем Ренессансе, относятся работы двух мастеров северных школ, работавших в Праге при дворе императора Рудольфа II. Хранящаяся в Эрмитаже картина «Аллегория мира, искусства и изобилия» кисти немецкого мастера Ганса фон Ахена прославляет мудрое правление Рудольфа II, напоминая о том, что мир является условием благоденствия и расцвета наук и искусств. Полотно «Без Вакха и Цереры Венера мерзнет», созданное фламандским живописцем Бартоломеусом Спрангером, при помощи сложного аллегорического языка говорит о том, что любовь, не подкрепляемая вином и плодами, быстро иссякает. Обе картины отличают характерные черты, присущие рудольфинскому кругу живописцев – холодная эротика, удлиненные пропорции фигур, своеобразие ракурсов, декоративность и насыщенность композиции символами. Дальнейшее развитие портретного жанра демонстрирует произведение главы фламандской школы Петра Пауля Рубенса, портрет Винченцо II Гонзага из Венского собрания и эрмитажный портрет камеристки инфанты Изабеллы. Картины близки по размерам и по композиции, однако их масштаб и характер живописи различны, что связано с их назначением и обстоятельствами создания. Портрет Винченцо II – это фрагмент огромной многофигурной композиции, изображающей семью герцога Мантуанского, которая на протяжении 200 лет находилась в иезуитской церкви в Мантуе. Во время оккупации Северной Италии наполеоновскими войсками портрет был демонтирован и разрезан на несколько частей, которые в качестве трофеев были вывезены в Париж. Изображение 11-летнего Винченцо II является наиболее известным среди сохранившихся фрагментов картины.
В отличие от венского портрета, написанного крупными сочными мазками, рассчитанными на восприятие живописи с некоторого расстояния, эрмитажный портрет камеристки выполнен в деликатной манере, придающей изображению камерный интимный характер. Существует предположение, что Рубенс создал посмертный образ своей старшей дочери, Клары Сирены, умершей в 12-летнем возрасте. По-видимому, художник писал портрет уже после смерти дочери, в своем воображении рисуя ее взрослой. Парадный фламандский портрет 17 столетия достиг своей вершины в творчестве самого выдающегося ученика Рубенса Антониса ван Дейка. Эрмитажный автопортрет и венский портрет Ленира относятся к лучшей части наследия Ван Дейка по тонкости живописи, изысканности красочной гаммы и артистизму созданных образов. На знаменитом автопортрете художник запечатлел себя в свободной, исполненной горделивого достоинства позе, непринужденно опирающемся на обломок колонны. Автопортрет был создан в Риме и вдохновлен наследием знаменитых мастеров итальянского Ренессанса. Несколькими годами позже Ван Дейк написал портрет агента английского короля Николаса Ленира, представив его в элегантном атласном костюме и подчеркнув статус придворного. Этот портрет, образец высочайшего мастерства Ван Дейка, послужил поводом для приглашения живописца ко двору в Лондон, где в его творчестве окончательно сформировался тип парадного портрета, получивший широкое распространение в европейском искусстве. Золотой век французской живописи на выставке представлен полотнами ведущего мастера стиля классицизм 17 столетия Никола Пуссена. Обе композиции посвящены древней иудейской истории. За основу сюжета венской картины «Разрушение Иерусалимского храма Титусом» взят текст из Иудейской войны Иосифа Флавия. На фоне сцены разграбления римлянами Иерусалимского храма верхом на белом коне изображен император Тит. Его взгляд обращен вверх, к крыше храма, охваченного пламенем. Идею о превосходстве божественной силы над временной властью земных владык Пуссен воплотил и в композиции «Битва израильтян с амаликитянами», находящейся в собрании Эрмитажа. Следуя сюжету из Ветхого Завета, Пуссен изобразил на вершине холма пророка Моисея с воздетыми к небу руками, которые поддерживают его брат Аарон и зять Ор. Благодаря тому, что руки Моисея были подняты до захода солнца, израильтяне одолели врага. При создании динамичной, насыщенной фигурами композиции Пуссен вдохновлялся римскими рельефами, которые внимательно изучал и зарисовывал. В полотнах мастера воплощен эстетический идеал классицизма, обращавшегося к наследию античности и итальянского Ренессанса. Одновременно с классицизмом в европейском искусстве развивался стиль барокко. В традициях итальянской барочной живописи исполнены работы Бернардо Строцци, самого яркого из плеяды генуэзских живописцев первой половины 17 столетия. На эрмитажной картине «Исцеление Товита» Строцци воспроизвел сцену из библейского писания, в которой Товия исцеляет своего слепого отца Товита желчью большой рыбы, пойманный им с помощью ангела во время путешествия в Мидию. Тему любви к ближнему, искупления грехов и веры в Бога мастер развивает и в картине на ветхозаветный сюжет «Пророк Илия и Сарептская вдова». Художник запечатлел момент, когда Илия, гонимый голодом, пришел в город Сарепту и, повстречав женщину, попросил воды и хлеба. Разделив с Илией последние скудные припасы, вдова стала свидетельницей чуда. С тех пор мука в ее катке не истощалась, а в кувшине всегда была вода. Для придания динамики этой уравновешенной композиции Строцци изобразил фигуры, словно выступающими за пределы полотна, усилив свойственные живописи барокко динамичные ракурсы контрастами света и тени. В отличие от произведений так называемого высокого жанра, творчество лейденского художника Яна Стена представляет совершенно иную грань европейской живописи 17 столетия. Сюжет картины «Мир вверх тормашками» из Венского собрания в ироничном тоне рассказывает о повседневной жизни непутевого семейства. В компании, где все веселятся и вкушают запретные удовольствия, никто не обращает внимания на пару в монашеских одеждах, предостерегающую: в довольстве будь начеку.
О последствиях такого прожигания жизни говорят многочисленные символами, которыми насыщена эта сцена. Не менее назидательна и эрмитажная картина «Брачный контракт». С большим остроумием Ян Стен воспроизводит сцену заключения запоздалого брачного договора, виновники которого – незадачливый юноша и молодая крестьянка, чьи округлые формы свидетельствуют о свершившемся грехопадении. С портретным жанром в голландской живописи XVII века знакомят работы одного из самых выдающихся мастеров Франца Халса. В свободной смелой манере художник запечатлел яркие, выразительные образы своих современников. Позы изображенных мужчин, их элегантные черные костюмы с белыми воротниками и аксессуары похожи, однако лица обладают индивидуальностью и исключительной выразительностью. Халс мастерски передал не только характеры своих моделей, но и мимолетные эмоции, охватившие их в данный момент. Приветливый и слегка лукавый взгляд молодого человека на венском портрете, его добродушное выражение лица и слегка приоткрытые губы призывают к непринужденному контакту со зрителем. Молодой человек на портрете из Эрмитажного собрания, напротив, выглядит горделивым, преисполненным чувства собственного достоинства. Наиболее поздние произведения в экспозиции – два пейзажа, созданные в последней четверти XVIII века. Они демонстрируют принципиально разные подходы к этому жанру. Немецкий мастер Якоб Филипп Хакерт построил свою композицию по строгим законам классицизма. Пейзаж развалин храмов Агридженто в Сицилии Хакерт разделил на четко обозначенные планы, создающие глубину перспективы. На вершине холма возвышаются освещенные солнцем руины античных храмов, придающие композиции настроение торжественного величия. Лишь фигуры крестьян и животных вносят идиллическую ноту, смягчая этот четко выстроенный пейзаж. Иное настроение создал английский живописец Томас Гейнсборо в романтическом «Пейзаже в Садбери». В отличие от статичной композиции Хакерта, здесь все наполнено динамикой. Солнце, пробиваясь сквозь застилающее небо клочья дождевых облаков, скользит по мокрой траве и листве деревьев, создавая ощущение постоянного движения. В зелени прячется крытая мхом покосившаяся хижина, через распахнутую дверь которой виднеется женская фигура. Гейнсборо создает фигуры людей и силуэты животных свободными беглыми мазками, оставляя свободу воображению зрителя. Выставка «Имперские столицы» Санкт-Петербург, Вена, шедевры музейных коллекций объединяет в едином экспозиционном пространстве полотна из двух крупнейших художественных коллекций Австрии и России. В этом диалоге раскрываются особенности каждого собрания и своеобразие представленных произведений.